Итак, сегодня речь про новую куртку. Тоже от Dynafit. Mezzalama 2. Я срезал этикетку. Ну, короче, это Mezzalama 2. Куртка. Тоже на Polartec Alpha. Короче, раньше я рассказывал про вот эту куртку. Transalper гибрид. Или Альфа Transpal. В общем, причина покупки. В этой прохладно было. Были морозы. Минус 7, минус 10. Снега много было. Короче, купил эту куртку. Побегал немного. 3 раза. Или 4. 4 раза. И в мороз бегал, и в тепло бегал. Значит, самое главное. Эта куртка намокает от пота, то есть в ней жарко. И, значит, по порядку. Купил, одел, но одел теплое термобелье. Холодно было, минус 10, снег, зима, ветер. Побежал. То есть бежать комфортно, все нормально. Но когда я пришел домой, вот здесь было влажно, а вот здесь спина. Спина была мокрая. Возможно, теплое термобелье. Значит, второй раз бежал уже в тонком термобелье. И тоже было, значит, стартанул было минус 3, потом стало минус 7 в лесу, и потом под вечер холодно. Но был ветер. Я прям чувствовал, когда ветер, очень сильный ветер был, когда он дул, у меня вот здесь в руках, вот в плечах, прям сквозь куртку как прохладно становилось. Да? Но, когда я прибежал вниз в машину, здесь почти сухо, здесь, ну, мокро, спина мокрая. Значит, в чем отличие Mezzalama 2 от Transalper? Значит, перед возьмем, сравним, да? То есть у них полностью все одинаково. Здесь защиты нет. Защита начинается вот здесь, да? Они вообще одинаковые получаются. Немножко крой другой. Вот этот вот. Значит, материал один и тот же. Молнии одни и те же. Изнутри. В чем разница? Да ни в чем практически разницы нет. По бокам у них ничего нету. На боковину сравню. Может, здесь боковинка потоньше. Да нет, такого же расстояния, да? Такого же расстояния. Спина. Ну, разница будет, естественно, в спине. То есть здесь плечи и здесь плечи. Здесь на спине вставка непродуваемая. Здесь такой нет. Здесь заканчиваются плечи вот здесь. Окей. Здесь эта штука заходит еще и на... Когда капюшон одеваешь, она у тебя на затылке будет. Здесь на затылке ничего не будет. Да. Здесь на спине ничего нет. И на руках. Я рукав специально выверну, чтобы было понятно.
То есть разница небольшая. Это заканчивается здесь, это заканчивается вот настолько длиннее. Но из-за того, что спина в ней защищена, в ней, конечно же, теплее. То есть в этой будет холодно. Капюшон. Капюшон. Окей. Ну, понятно. Здесь капюшон защищен. С этой стороны, со спины. Ну, вот как она выглядит. Да, здесь просто капюшон и все. Ничего нет. Здесь капюшон защищенный. На спине вот эта вставка есть, да? Вот он. Здесь ничего нет. Да, примерно одинаковые куртки, даже надписи одинаковые. Я думаю, что нижняя часть, они вообще одинаково использовали. Карманы такие же. Да все такое же. Ну, внутри немножко крой другой, да? Здесь раньше начинается, здесь позже. Я карманы даже ни разу не открывал, наверное. А что их открывать? Они одинаковые даже, наверное. Или здесь полегче карман? Здесь ткань одинарная. Здесь получается она вот здесь двойная. А здесь она. Да нет, такая же. Нет, здесь одинарная ткань на кармане. То есть сетка это она одинарная здесь. А здесь что с сеткой? Двойная, что ли? Да, здесь сетка двойная. Окей, разница еще в этом, мне самому интересно. То есть здесь как бы пальцев я своих не вижу, сетка двойная получается. А здесь сетка... Здесь сетка одинаковая. Короче, ну теперь понятно. В общем, она чуть-чуть полегче. По размеру они должны быть идентичные. Значит, это европейский 50М. А, нет, европейский 50Л, американский М. То же самое. А, здесь двойная, да, нет, одинаково. Окей, закрываем, раскрываем. Ну, одинаковые. Одинаковые. По длине рукава. Угу. Одинаково. Пальцы, вот эта система абсолютно идентичная. Материал одинаковый, по всей видимости.
Или может чуть-чуть разный. Нет, по-моему, вот этот другой материал. Здесь материал, видно по нему какие-то такие полосочки идут, он тянется. Здесь не идут. Но вот это точно одинаково, да? Короче, еще раз. Есть видео на канале, значит, первый раз побежал, одел теплое термобелье. Ну, бежать комфортно, но вспотел. Мой рост 1,80 м, вес сейчас 85 килограмм. Приходится на задницу ее натягивать постоянно. Она как бы поднимается выше. Да? Возможно, но в руках, в плечах все везде нормально. Я бы хотел чуть-чуть подлиннее вот настолько. Ну ладно. Очень комфортно. На термобелье надел, но на толстое побежал. Взмок весь. Второй раз побежал в обычном термобелье. Я даже не помню уже. Я помню, что последний раз я специально одел холодное термобелье. И побежал в лесу. Окей. Здесь еще и горло пошире. Понятно? На немножко. Угу. Вот, побежал в лесу. В принципе, нормально, комфортно было. В конце было чуть-чуть, ну и похолодало, там наверху тоже холодно. Ветер был холодный. И прям чувствовал, как ветер охлаждает куртку, и мне передавался холод. И я прям подумал, что я весь опять мокрый. Прям испугался. И когда прибежал вниз к машине, засунул руку. Нет, я был сухой. То есть, ну как, чуть-чуть влажный здесь. Здесь мокрая была. Не как в первый раз, но мокрая была. Значит, ну и теперь по этой куртке. Вчера одел на такое, не тонкое термобелье, но, можно сказать, тонкое, но не тончайшее. Да? Одел эту куртку, побежал, было на парковке, на солнце было плюс 10. Ну, такой перепад температуры, короче. Плюс 10. Плюс 10. Забежал в лес, тень. Стало плюс 3. Наверх на гору. Ну, бежал расстегнутый, то есть вот до сюда расстегнул ее. Жарковато было, мокрый весь был. Прибежал наверх, там ветер холодный, я ее застегнул. Меня ветер остудил. Прибежал вниз, там в лесу снег лежит, прям холодный такой. Ну, в общем... Ну, в общем, хороший перепад был температуры. Я думаю, что... И потом солнце зашло. Ну, где-то от плюс 3 до плюс, может быть, даже 12 было на солнце. Прибежал вниз, свою руку, практически сухой, чуть-чуть влажный. Ну, а здесь-то ничего не будет. Я прям специально проверял, но она может как бы чуть чувствуется влажная, но нет, хорошо дышит. Ну, в общем, что я хочу сказать. Можно взять одну только эту куртку и до минус 10 спокойно бегать. С толстым термобельем, с тонким. Короче, вчера плюс 10, в ней жарко. Ее расстегиваешь. Наверху в ней комфортно. Наверху в ней комфортно. Ага. Здесь есть карман. Здесь кармана нет. А почему? Пожалели на карман денег, материала? Окей, понятно. Здесь это Rescue, здесь, на этой стороне. Чего, кармана нет? А здесь Rescue на этой стороне. Alpine and Emergency. Здесь немножко по-другому сделано, да? Ну, здесь просто телефоны, а здесь действия. Но понятно, это сделано для вертолета и так далее. Короче, это для гор, это бегать, это на лыжах ходить, да? Вот.
Еще раз, что хочу сказать. Хватает этой куртки, в принципе, ну, до минус 5, до минус 10 с толстым термобельем ее вполне хватит. Ну, не знаю, купил. Пусть будет. Но реально на холод будет. Жарковато мне так просто так ходить. Пакуются, наверное, одинаково. Я сейчас попробую запаковать. Как они. Эй, что-то хрустит там уже. Эту сюда попробую запаковать. Типа в ее специальный карман. Да не должна быть, должны быть примерно одинаковые. Эй, обратно. Но это лучше запаковано. Здесь можно еще ужать. Вот так вот, да. Короче. Примерно одинаковые. Для скитура. Для бега. Такое. Трейл раннинг. Отключаюсь.